Соперник Anker Soundcore Motion Boom. Действительно ли так ее можно считать? Не так уж это и важно, так как на борту этого монстра ящика набор разъемов на любой случай. Пыль и влагозащита на борту, которая позволяет не беспокоиться о повреждении ее во время отдыха. Светодиодные индикаторы, которые создают свою атмосферу, автономность до 24 часов, функция Powerbank, разумеется, на борту, мультипоинт до 2 устройств, это нереально круто, а также режим Bass Plus. Звучание, которое достойно внимания, но вы и так знаете, что мифа плохого не делают. Дизайн однозначно многим понравится. Как обстоят же дела на самом деле, если долго ее использовать и хорошо присматриваться, у мифа Wildbox сейчас я расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня вас ждет обзор на колонку. Притом колонку я покупал, по-моему, в конце ноября, то есть шла она мне почти месяц. Это неплохо, это нехорошо, потому что это колонка, которую бы я хотел протестировать, и это мифа. Мифа плохого, к сожалению, не делает. Это не Трансмарт, и это хорошо, но это не Анкер. И если выбирать между анкерами и мифа, я иногда подумаю, смотря какие модели, но для этого нужно все протестировать. Вскрыл пломбы и надеюсь увидеть там не побитые внутренние части. Все, цвет, блеск, красота, это дело не повредить. Ну, повредить, конечно, можно, особенно нашей почте. Мощность 60 Вт обещана. Низкочастотный динамик в количестве 2 штук, плюс высокочастотный динамик в количестве 2 штук. И в целом это я все буду декламировать во время обзора, слишком все жирно описано. Поэтому будем смотреть, как они это дело все оформили. Подобное было у анкеров Soundcore Boom, примерно такого же размера от мифа. Да, больше она больше, и будем надеяться, что звучит она лучше. Наверное, по ходу расскажу, как, по моему мнению, она лучше или нет, потому что по функционалу я уже вижу, что здесь, мне кажется, что все поприличнее. Плюс есть, конечно же, что мы любим, это диодики, цвета. Прорезиненное дно, сборка так себе. Что здесь с входами и выходами? Разумеется, прорезиненный. Type-C. MicroSD, значит, с карточек это дело умеет проигрывать музыку. И, разумеется, и out USB-A, это значит, можно использовать ее как аккумулятор переносной. И это неплохо. Мини-джек, значит, с нее можно по проводу воспроизводить музыку. Прямо заявка на победу. Следующий момент. Помимо этих всех прелестей, море бумаги, кабель для зарядки, довольно длинный. Разумеется, есть инструкция, как мы любим, с картинками. Ручка прорезинена, вверх. Сборка, туши свет, бросая гранату разрывную в ясный день. Будем надеяться, что со всем остальным у мифа хорошо. Смотрим. 7 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 ми-бендов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм с промиками на Али и телеграм-канал взаимопомощи. Нас там больше 6000 человек. Добавляйтесь, общаемся. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, а сегодня я расскажу вам о колонке мифа Wildbox. Полетели. На выбор нам предоставлена только одна расцветка данного Bluetooth динамика-колонки. Это черный. Дизайн стандартный, схожий с дизайном Anker Soundcore Motion Boom. Корпус выполнен из пластика. Не сказал бы, что тактильно очень дешевого, но сборка по мне хромает, так как видны зазоры у всего. В габаритах она не компактная, 269 на 163 на 119 мм. Другого и не стоило ожидать. Вес тоже соответствующий, 1591 грамм. На корпусе мы имеем ручку для переноски с прорезиненной вставкой на верхней части и надписью мифа. На дне 4 антискользящие ножки. Не забыли, они молодцы. Далее с фронта также есть вставка с лейблом и отделка из металла, за которым находится 2 излучателя низких частот и 2 твиттера. С тыльной части за прорезиненным клапаном находится целый набор разъемов, а именно ауксовский вход, разъем под microSD, и воспроизводить файлы можно форматов APE, FLAC, MP3, WMA и вейвовские. Далее вход USB Type-C и выход USB-A на 5 вольт 1 ампер. Можно как банку его использовать. По бокам расположили 2 сабвуфера и динамические светодиодные индикаторы. И я насчитал 5 различных режимов свечения. Последнее, что находится на корпусе, это панель с прорезиненными кнопками для быстрого доступа к главным функциям. Кнопка пары предназначена для сопряжения 2 Wildbox'ов. Насчет сопряжения можно сопряжать более 100 штук. Я не уверен, так как уже на паре в 2 появляются проблемы с воспроизведением музыки.
Далее кнопка включения-выключения, а также зажав ее, можно увидеть оставшийся заряд аккумулятора на боковых светодиодных кольцах. Переключение режимов свечения диодов и отключение их же, регулировка громкости, воспроизведение пауза. И двумя нажатиями на эту кнопку можно переключаться на следующий трек. Следующая кнопка переключения между режимами работы самого устройства. И последняя — это бас плюс. По идее, басы после включения этой функции должны стать насыщеннее, но не особо они так и насыщаются, если честно, хотя баса хватает. Летим дальше. Звучание, как несложно догадаться, здесь стерео. Выходная мощность заявленная 60 Вт, частотный диапазон от 60 Гц до 20 кГц. Да, привычнее от 20 видеть. Мультипоинт на борту, что очень радует. Можно подключать до 2 устройств. Bluetooth не новой версии 5.0, но он и не старый сильно. Связь держит стабильно в пределах 10 метров. Далее ловят различные помехи. Опять же от источника, как вы понимаете. Автоматически подключается после включения к ранее сопряженному устройству. В шторке заряд аккумулятора не показывает, поддерживает кодек только SBC. В метре от динамика выдает мощность более 100 дБ, что сильно. А также у корпуса есть защита от влаги IPX7 и IPX67, то есть от пыли шестерочка. По заявлению производителя ее можно погружать до 1 метра в воду в течение 30 минут. После моего теста с ней ничего не произошло. Под клапан с разъемами вода не попала, но делать так ни в коем случае не стоит, так как само качество сборки лично меня конкретно настораживает. Возможно, лично мне попался такой экземпляр, так как отзывов на плохую сборку в принципе мало. Ну и пока мало ее кто купил. Далее, аккумулятор емкостью 10 тысяч мАч, и как вы уже поняли, Wildbox имеет функцию Powerbank. И опять же 10 тысяч это на вход, на выход здесь около 6. На воспроизведение это никак и не влияет, можно наслаждаться музыкой и подзаряжать смартфон, пусть и один раз полностью. Полный цикл зарядки занимает до 4 часов у самой колонки, заявленная автономность 24 часа, не указано, конечно же, на какой громкости и с какими форматами файлов. По моим тестам она продержится около 13,5 часов на 60% громкости с музыкой формата MP3 и 5 часов на максимальной громкости. Официальные приложения для детальной настройки нам не предоставили, к сожалению, и это такой приличный тоже фейл. Звучание громкости здесь хватает с головой. Сразу предупреждаю, в помещении на 100% громкости слушать невозможно. Плюс ко всему каша просто лютейшая. Рекомендую для прослушивания музыки дома подобрать что-то более подходящее. Например, Motion Plus от Ankerov. По ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть на эту колонку. Ну а если вам захотелось этот ящик, лучше его слушать не более чем на 60% громкости. На открытом пространстве дела обстоят куда лучше, даже на максимальной громкости бас чистый и без искажений. Звучание сбалансированное. Средние частоты и высокие частоты отличные. По мне, объема здесь более чем хватает. И еще раз повторяю, мифа это про звук. Звучание мне очень зашло. За свою стоимость они из этого выжили максимум. Что среднего баса здесь хватает, что объема здесь эгегей йо-хо-хо, что запаса громкости тоже космос. А что еще нужно от колонки? Инструменты отыгрывает хорошо, сцена широкая, но я больше склоняюсь, разумеется, к Anker Soundcore Motion Boom. Там звук мне нравится слегка больше, детальнее он. Но по-прежнему никто не отменял возможность посторонними эквалайзерами настроить под себя звучание. Мифа на это дело тоже отлично реагирует. И с включенным режимом бас, разумеется, звучание меняется. Не сказал бы, что вау-эффект присутствует, но для долбежки неплохо. Панч-эффект в наличии. Минусы. Старенький Bluetooth. Лично для меня дизайн немного неказистый, хотя многим зайдет однозначно. Нет приложения. Сборка меня не порадовала. И заряд аккумулятора в процентах, к сожалению, не узнать. Стоит мифа Wildbox в районе $135. Ссылка в описании к видео. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Притом промики постоянно на Али появляются. Просто иногда на избранные товары, иногда на все, допустим, во время сейлов. В этом месяце опять 2 сейла, то есть будет 2 объема промиков, плюс они еще купоны выгружают. Но, как всегда, максимальная замануха для покупателя. Резюмирую, бренд Мифа однозначно постарался. Звучание действительно хорошее за свою цену. Плюс ко всему, возможность запихнуть карту памяти и AUX — это сильно. Притом это дело в наличии, в отличие от других многих колонок. И защита от пыли и влаги также на борту. Молодцы, но это одним словом. Ценник, естественно, высокий, но функционал она выполняет отлично. Тем более на сейлах реально и за $90 ее купить и дешевле. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Завтра будет Xiaomi 12, потом Xiaomi 12 Pro. Думаю, вы понимаете, о чем я. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.